В начале 90-х годов XX века, когда мир стремительно менялся под влиянием новых экономических и политических реалий, и когда на горизонте рисовались новые бизнес-горизонты, один из наиболее известных производителей апельсинового сока в мире, компания Del Oro, входящая в состав Grupo Del Oro, сделала решительный шаг, который бы мог перевернуть не только ее судьбу, но и повлиять на экосистему целого региона. В поисках новых возможностей для роста и расширения компании удалось заполучить обширные участки плодородной земли в тропическом климате Коста-Рики, расположенной непосредственно на границе с невероятно красивым и биоразнообразным национальным парком Гуанакасте. Эта территория, славящаяся своей уникальной флорой и фауной, оказалась идеальной для выращивания высококачественных апельсинов и представляла собой большую привлекательность для бизнеса. К 1995 году, всего через несколько лет после того, как Del Oro начала осуществлять посадки на этих землях, апельсины достигли своей максимальной зрелости. Производственные мощности компании прибыли к своему пику, и они были готовы к сбору своего первого богатого урожая. Тем не менее, внезапно перед них возникла новая, непредсказуемая проблема. Что делать с огромным количеством отходов, которые неизбежно возникали в процессе производства сока? Каждый год, после тщательной обработки и сбора плодов, оставалось колоссальное количество апельсиновых корок и мякоти, требовавших эффективной утилизации. Этот вопрос был критически важным для компании, ведь накапливаемые отходы создавали серьезную экологическую нагрузку на окружающую среду и требовали внимания к своему решению. Руководство Del Oro было поставлено перед выбором и размышляло над различными вариантами утилизации отходов. Одной из предлагаемых идей была постройка специализированного завода, который смог бы перерабатывать оставшиеся отходы в высококачественный корм для скота, тем самым стремясь не только снизить расходы на утилизацию, но и ввести дополнительные источники дохода для компании. Однако такой план требовал значительных инвестиций, миллионы долларов, что вызывало сомнения в его экономической целесообразности. Этот сложный вопрос подвел компанию к тщательному осмыслению последствий своих действий для окружающей среды и местного населения. В то время, когда Del Oro пыталась найти решение, на сцену вышла команда экологов из Пенсильванского университета. Даниэль Янсен и Винни Халвакс стали центральными фигурами этого обсуждения, предлагая свой взгляд на сложившуюся ситуацию. Эти преданные делу ученые разработали предложение, которое, как они надеялись, могло принести пользу всем сторонам. Их идея заключалась в том, чтобы компания Del Oro согласилась отдать определенный участок лесистой земли в национальном парке в обмен на право утилизировать свои отходы в специально отведенных для этого местах. Янсен и Халвакс понимали, что такая сделка не только помогла бы Del Oro избежать значительных затрат, но и могла бы привести к восстановлению экосистемы, которая страдала от чрезмерного выпаса скота и огневой обработки. После подробных обсуждений и переговоров Del Oro решилась на этот шаг и подписала контракт с экологами. Началась отгрузка 12 тысяч тонн апельсиновых корок и мякоти на выделенные участки. Сначала все шло по плану, но вскоре в дело вмешались неожиданные общественные реакции. Конкурирующая компания Tico Fruit, недовольная успехами и прогрессом своего оппонента, подала в суд, утверждая, что процесс утилизации отходов фактически загрязняет окружающую среду национального парка. Этот судебный процесс стал затяжным и сложным. После долгих разбирательств и юридических баталий проект по переработке остаточных материалов оказался под угрозой и вскоре был закрыт, оставив компанию и ученых в замешательстве. Прошло более 10 лет, и в 2013 году, вдохновленные своим предыдущим опытом, Янсен и его команда решили вернуться в то место, где когда-то бушевали страсти вокруг вопроса о переработке отходов.
Эти годы оставили свои следы, и ученые были полны надежды увидеть, каким же образом изменилось состояние Земли за 16 лет. Подходя к участку, они заметили, что пространство, когда-то запущенное и заросшее, теперь приобрело черты озелененной местности, напоминающей лес. Все было настолько заросло деревьями и ползучими растениями, что я едва мог разглядеть 7-футовый указатель с яркой желтой надписью, который находился всего в нескольких футах от дороги, вспоминал один из участников группы, Тимоти Троер. Он был поражен тем, как природа восстанавливала себя. Другой исследователь, Джонатан Чой, отметил, что на соседних полях ему приходилось пробираться через камни и мертвую траву, в то время как здесь ему приходилось уворачиваться от подлеска и пробираться через густую растительность. Чтобы оценить изменения, произошедшие в областях, которые когда-то использовались для утилизации отходов, у ученых возникла идея взять 2 набора образцов почвы и растительности. Первый набор проб был собран еще в 2000 году Лаурой Шанкс из Беллойд-колледжа, и до этого момента эти данные оставались неопубликованными. Второй набор образцов, на основе которого проводилось исследование, был собран в 2014 году их командой. Чтобы оценить состояние растительности и ее изменения в зависимости от утилизации, ученые разработали методику, которая включала деление участка на параллельные линии, измерение диаметра деревьев, определение их видов и размещение меток на каждом дереве. Для более глубокого понимания изменений они также проводили аналогичные измерения на соседних участках, где корки апельсинов никогда не утилизировались. Полученные данные и результаты анализа стали откровением для исследователей. Они были потрясены тем, что на месте, где раньше образовывались отходы, выросло на 176% больше биомассы, чем на соседних участках. Видовое разнообразие деревьев на этом месте значительно увеличилось, а почва оказалась более плодородной. Этот поразительный результат был достигнут благодаря естественным процессам разложения и регенерации окружающей среды, что остановило деградацию региона и показало, как именно экосистемы могут восстанавливаться при наличии необходимых условий. Дэвид Уилков, один из авторов исследования, отметил, что многие корпорации часто становятся источниками экологических проблем, создавая продукты и услуги, которые необходимы населению. Он подчеркнул, но множество из этих проблем можно было бы уменьшить, если бы частный сектор и охрана окружающей среды работали совместно. Эта трансформация пространства служит ярким примером того, что происходит, когда инновационные идеи встречаются с организационными усилиями, заботливыми об окружающей среде. Я уверен, что мы найдем способы использовать остатки производства для восстановления тропических лесов. Это переработка в самом лучшем ее проявлении, сказал он, подчеркивая возможность для будущих инициатив, направленных на защиту и восстановление экосистем. Эта захватывающая история не только подчеркивает важность эффективных решений в области утилизации отходов, но и вдохновляет на мысль о том, как, столкнувшись с трудностями, мы можем найти пути, ведущие к экологическому восстановлению. Это также свидетельствует о значимости сотрудничающего подхода между бизнесом и экологическими учеными, к которому нам всем стоит стремиться. В конечном счете, это сотрудничество между миром бизнеса и экологии, между научной деятельностью и практическими действиями стало важным шагом к будущему, в котором мы сможем жить в гармонии с природой и поддерживать ее богатство. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где вы сможете найти множество еще более увлекательных и познавательных материалов. Мы надеемся, что эта история вдохновит вас на более глубокое понимание того, как мы можем внести свой вклад в защиту окружающей среды
и создать более устойчивое будущее для всех живущих на планете.